Пока мастодонты футбольных симуляторов, такие как Electronic Arts и Konami, продолжают готовиться к новому сезону, обновляют составы, перерабатывают некоторые механики, постепенно добавляют их в игру, ребята из Trackers также не дремлят. И как было обещано, в августе они собираются провести второе открытое тестирование своей игры. Сегодня поговорим об этом поподробнее, когда же его стоит ожидать, и также обсудим нововведения и исправления, которые вроде как обещаны уже во втором бета-тестировании. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. На момент записи этого ролика Strikers как таковые еще официально не объявляли о дате проведения второго открытого тестирования. Однако наш небезызвестный Ренан Гальвани, который вроде как ответственен по большей части за eFootball, теперь делится инсайдами и по UFL. Из его слов, второе открытое тестирование начнется уже в пятницу и продлится по воскресенье, то есть также 3 дня, как и было в предыдущий раз. Может быть, к тому моменту, когда я смонтирую и буду выкладывать это видео, Strikers уже самостоятельно объявит об этом, но пока что без какого-либо подтверждения от самих разработчиков. Очевидно, что с момента первого тестирования в игре должны были произойти изменения. Может быть, не самые кардинальные, но по крайней мере те же самые мелкие исправления игрового процесса, которые, так сказать, были и заметны, и чувствовались по ходу самой игры. И такие исправления ожидаются. Помимо того, что Гальвани объявил о потенциальной, скажем так, дате проведения второго тестирования, он также представил список исправлений, которые вроде как должны появиться в игре уже во втором тестировании. Пунктов здесь достаточно много, касаются они как элементов игрового процесса, так и некоторых функций, которые либо не совсем правильно функционировали во время первого тестирования, либо и вовсе отсутствовали. Поэтому, если кому интересно, они будут в моем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, ссылка на него в описании. В рамках же этого ролика мы лишь отметим пару-тройку интересных исправлений, которые, как по мне, заслуживают своего внимания. В частности, что касается игровых механик и непосредственно то, что было в UFL еще в предыдущие разы, во время альфа-тестирования, во время бета-тестирования, это механика репутации. И, как сообщается, вроде как она была также переработана. Теперь поинты и прочая валюта, которую вы получаете за матч, должна отображаться чуть-чуть правильнее, точно так же, как и рассчитываться, поскольку в предыдущие разы, во время бета-тестирования, она рассчитывалась, по-моему, несколько иначе, нежели при альфа-тестировании. А как раз-таки в альфа-версии она вроде как работала, более исправно, если я правильно помню. Также отдельно отмечается этакая система скинов карт. Скины и без того присутствовали в игре, но, по-моему, теперь этой системе уделяется чуть больше внимания, и сообщается, что она будет разделена на этаких два типа, так сказать, общий набор скинов и персональные скины футболистов. Также бонусы от скинов на карточках не будут применяться, если футболист находится на неправильной для себя позиции, то есть если условно Криштиану будет играть где-нибудь в центре полузащиты и так далее. А вот чего не было ранее, так это системы перков. Она так и называется. Перки будут делиться на два типа: врожденные и приобретенные, то есть те перки, которые идут с игроками заранее и которые возможно будет добавить по ходу самой игры. И как раз таки врожденные перки, так называемые, которые уже принадлежат игрокам, они не могут быть ни сброшены, ни как-либо изменены, в отличие от тех, что, скорее всего, мы сможем добавить по ходу игрового процесса. Касаемо же аспектов игрового процесса, сообщается, что были переработаны голкиперы, и теперь рейтинг футболиста, в частности вратаря, больше влияет на его результативность, точнее на то, как он стоит на воротах. Лучше, хуже, потому что даже с низкорейтинговыми голкиперами, в принципе, особо разницы не чувствовалось, они, по сути, играли все как один. Как сообщается, теперь голкипер чаще ловит мяч после слабого удара. Фиг знает, на самом деле я ничего такого не заметил, чтобы какие-то слабые удары залетали по ходу игры, но тем не менее. И было добавлено несколько новых анимаций. Что же касается ударов, пасов и так далее. Теперь удары футболистов после разворота стали менее точными, нежели чем в тех ситуациях, когда они бьют по воротам, стоя к ним лицом. То есть бывало такое, что где-то с полуразворота футболисты били быстро, точно и даже умудрялись забивать голы. И вроде как такие ситуации стараются свести к минимуму. Также мяч стал реже попадать в штангу. Эта ситуация возникала достаточно часто, особенно когда возникал хороший такой момент. Вроде наносится точный удар с зажатием отдельной кнопки, но тем не менее мяч по какой-то причине именно попадал в штангу.
Анимации приема мяча также были изменены, и теперь они должны стать более плавными, нежели раньше. Также теперь футболисты должны находить намного лучшую позицию при получении паса, то есть открываться лучше, принимать его чуть более лучше, скажем так. Касаемо же самого движения футболистов, как сообщается, была улучшена отзывчивость игроков, что не может не радовать, потому что в лишний раз порой не чувствовался футболист в твоих руках, грубо говоря, вроде как ты им управляешь, но с другой стороны казалось, что он как-то действует сам по себе. Также были реализованы более высокие скорости в спринте, перевожу на русский язык, так сказать, были добавлены новые анимации, которые позволяют отличить бег от скоростного бега, от ускорения, от рывка, потому что как раз-таки отсутствие как таковых анимаций во время того, когда вы зажимали кнопку ускорения, очень даже, так сказать, было заметно. И из-за этого самого спринта, ускорения возникало немало ситуаций, когда просто на ровном месте терялся мяч, потому что игроки банально не успевали сориентироваться. И все это, и не только, вроде как ожидает игроков во втором тестировании UFL. Повторюсь, что я рассказал далеко не обо всем, что представлено в этом списке, поэтому если вы захотите ознакомиться с ним поподробнее, то он будет представлен в моем телеграм-канале, опять же говорю, ссылка на который в описании под этим роликом. Ну а вас же я приглашаю в комментарии под этим роликом, чтобы услышать ваше мнение касаемо всего этого. Также пишите, будете ли вы принимать участие во втором тестировании UFL и в целом, какие у вас ожидания. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и до скорых встреч!